Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Готовим вкусный праздничный кулич. Полное описание будет под видео. Количество ингредиентов и способ приготовления. Сливочное масло я слегка растоплю в микроволновой печи. Нам понадобится 4 куриных желтка. Отправляем в емкость. Сюда же мы добавляем сахар. Добавляю растопленное сливочное масло. Кулич у нас будет безопарным способом. Такой способ очень быстрый и также вкусный. Чуть-чуть ванилина, немного соли. Добавляю сухие дрожжи, но читайте на упаковке. Бывает 10 грамм на 500 грамм. Это вот такие дрожжи. Здесь 11 грамм рассчитан на килограмм муки. Я добавляю 1,5 чайных ложки. Поболтала и добавляю молоко. Но дрожжи также вы можете добавлять и в молоко. Частями всыпаем просеянную муку. Я всыпаю муку стаканами. Всыпала стакан, перемешала. Вот мой еще один стакан. Также просеиваю и перемешиваю. Тесто у нас получается не густое. Оно будет липнуть к рукам. Но оно такое и должно быть. И опять же, добавки. Добавки можете добавить сейчас и оставить подниматься тесто. Но также добавки можно положить и после подъема теста. Накроем тесто пищевой пленкой или пакетом целлофановым. Закроем чем-нибудь теплым и оставим подниматься. Это может быть и полчаса, и 2, и 5 часов. Все зависит от дрожжей. В качестве добавки буду использовать изюм и вишню, цукаты. Если у вас сильно сухой изюм или ваши цукаты, замочите, пожалуйста, теплой водой. Но не тогда, когда вы только что замесили тесто, а немножко попозже. Потому что при выпечке они будут намного мягче. В качестве добавки можно использовать чернослив, курагу, цукаты, орехи. Для красивого желтого цвета вашего теста можно добавить куркуму. Тесто наше подошло, но стояло оно у меня долго, часа 4. Лучше ставить на ночь на пол, большую какую-нибудь кастрюлю, накрыть и пусть подходит. Оно увеличилось в размере в 3-4 раза. Теперь с добавок я сливаю воду. Добавляю в тесто и тесто хорошо вымешиваем. Или руками, чтобы не прилипало. Оно у нас жидковатое. Можно смазать руки растительным маслом или ложкой, как вам удобно. Теперь берем емкость, где будем выпекать. Можно взять вот такие бумажные стаканчики, но у меня специальная железная форма. На дно я постелила все-таки пергаментную бумагу. Слегка капаю маслом. И вот смотрите, я вырезала еще по кругу, потому что от стенок очень тяжело отодрать. Также пергаментную бумагу слегка смажу маслом растительным. И вставлю ее вовнутрь. Маслом вовнутрь. Хорошенечко все внутри расправляем. И теперь выкладываем наше тесто. Тесто должно быть где-то на 1/2 массы, точнее вашей емкости. Забыла сказать, если у вас вы делаете с добавками, да, вот как у меня изюм и вишня, то, чтобы они при выпечке не оседали на дно, их желательно обвалять или в муке, или в крахмале. Руку смочила растительным маслом. И теперь там распределяю, чтобы было ровно. И оставляем подниматься. Но верхушку мы с вами чем-нибудь закроем, чтобы наше тесто не обветривало. Выпекаем 170 градусов, 50 минут, плюс-минус. Все зависит от вашей духовки. Если подгорает верх, прикройте пергаментной бумагой. Из формы кулич вынулся без проблем. Отлично. Для блеска можно верх смазать растительным маслом или нанести глазурь. Украшаем. Вот такой кулич у меня получился, но сильно подрумянился.
В духовке держала целый час, боялась, что он не пропечется, но для него это много, 50 минут вполне хватает. В конце выпекания я накрыла его сверху пергаментной бумагой. Но глазурь делать не буду, но ссылку на видео я оставлю. Я посыплю сахарной пудрой. И все. Верх украшаем красотой и радуемся вкусом. Наш кулич получился примерно 18 сантиметров. Он очень большой. На этом все. Пока-пока. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, присылайте смайлики и рецепты будем с вами готовить. С вами Валентина. Пока.